Ну что, привет всем, кто забрал на мой канал. С вами, как всегда, Fingolt и Vampyr. Продолжается, да? О, Владик, привет, привет. Привет. Крыса в больнице. Продолжаем. Где мы там остановились? О. Присаживаемся поудобнее. Кофе я себе вот сделал. Когда-то работу рано, так что постараемся не засиживаться вот с этой игрой. Опасно, это опасно. Чепел. Меня оставили где надо. В районе там с кем-то еще не договорил. Что ты спросишь? Что же ты спросишь? Где я был на выходных? Я на выходных, если честно, народ, очень сильно устал. И решил посвятить себя отдыху. Полностью. Вот. Что я никуда не пропал, это я решил сильнее отдохнуть, набраться больше сил. Это была первая рабочая неделя после отпуска. И было решено сильнее отдохнуть. Сейчас даже в Геншин не заходил. Вообще. Я, если честно, забыл, что там вообще происходит. Ой, вот это плохо, вы там это, держитесь. Надеюсь, все пройдет легко. Желаю вам легкого, так сказать, течения болезни, как это можно сказать, я не знаю. Потому что это реально без обострений. Потому что дело-то страшное, на самом деле страшное. Да, но ты это делаешь. Ты тут должен найти. Ну вот там это, держитесь, выздоравливайте уже. Скорее. Болеть там плохо. Вообще не надо болеть. Да, легко. Такая возьми и пересобать. Нет, я все понимаю. Просто желаю скорейшего выздоровления. И без последствий, так сказать, чтобы потом... У меня вот сын, например, недавно только переболел. Что, по очереди с вами всеми говорить, да? Наверху кто-то, тут еще люди. Тут плакаты зазывающие. Или тут женщина где-то была? Ну ладно. Уф. Ни разу еще не болел, чуть-чуть не собираюсь. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. У меня сын, получается, тоже это... 2 раза переболел. Питерсон. Ну и мы не будем ему отдавать коробку. Я жене его хотел отдать, да? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Как-то странно у него настроение резко поменялось. У него не так вроде сложно прошло. В больнице полежал, конечно. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Миленько.
Goodbye, Mr. Peterson. Мне кажется, с таким товарищем он свою жену и убьет, узнает. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. И что за коробка? Так, а что ты продаешь? Рукоятки всякие-то. Что для крафта? Оружие. Fancy buying some You never... How is business around here? business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Ну, опиши. Я понимаю, что очень больно. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Захаря, привет, привет. Тогда коробку ему лучше отдать. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? Don't want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Мы только что с тобой это обсуждали, чувак. Да уж. Goodbye for now, Mr. Ой, я про сестру Крейн забыл спросить. You never... Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free.
I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. А, так вот. Так это ты козел, получается. Нажиться хоть хочешь. Goodbye for now, Mr. Lewis. Скоромучий, привет, привет. But this district has always been wretched. Don't let your guard down, sir. А тут кто у нас? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Блин, у меня было что-то от переутомления. Ой! Блин. Отыгрываешь вроде хорошего, да? А тут так раз, о, сколько всего. Сколько всего. Ай-яй-яй. Случайно. Сегодня реально надо себя контролировать. В 11 сегодня с чем-то закончить. It's locked, all right. Профессиональные охотники на вампиров. Если вы заподозрили кого-то в том, что он вампир, не предпринимайте самостоятельных попыток его убить. У вас нет шансов. Вместо этого обратитесь ко мне или посредственно найти профессионального убийцу вампиров. Их мало, но они знают, как справиться с этими жуткими существами. Часть из них, похоже, и действует вместе под именем Стражи Привина. Это полувоенная организация, цель которой очистить Лондон от вампиров. Они ваши друзья. Вы не одни. У вас есть варианты. Действуйте с умом. Расскажите об этом другим. Вот прям да. Письмо с отказом. Оба. Мистер Питерсон. Мой долг сообщить вам о том, что ваша просьба принять вас на работу в доке была отклонена. Я благодарен вам за то, что вы потратили время, объясняя сложность вашей ситуации, рассказали о том, что у вас болен сын и что умерла ваша дорогая жена. Но мой долг состоит в том, чтобы разъяснить правила нашей компании. Они явно запрещают брать на работу бывших преступников и осужденных. Ваши связи со скандально известными мокрыми ботинками не укрылись от вашего внимания. Сейчас тяжелые времена, сэр. И компания Финч и Харлер намерена прежде всего вознаграждать кандидатов, прошедших небольшую проверку, которую мы устраиваем соискателям. Я от всей души сочувствую вам. Да не оставит Бог вас и вашу семью. Искренне ваш Harper. Что? Славный был разговор, правда, кто-то не выдержал. Кто не выдержал? Кто? Работу ему найти, помочь, что ли? Мужик вроде не такой уж плохой. Скажем так, что он выбрал не ту сторону в свое время, получается. Что ты несешь? May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? О, средства от переутомления у меня есть, пацан, тебе сегодня везет. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I?
I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Ты лишний раз не двигайся, тогда тебе надо, наверное, лежать, отдыхать. I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Интересный парниша. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. Все в унынии. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Пацан на перепутье. Молодо зелено, но полечим Do you его. need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Пацана полечили. Я доволен. Goodbye, young man. Ингалятор надо, Take полезная care of штука. yourself. Давай, не филонь. Надо. Is there only pain and suffering in this world? Так, пацана хоть полечили, уже хорошо. Так, там выход, все правильно. Так, вот это уже хорошо. Где его уже папаша? Вот он. Вот не надо. Еще меня You переживешь, умирает он, а? What do you want this time? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons. And that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Еще одна подсказка. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable.
The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Ну, он не такой уж плохой, правда, да? Жестокий, немножко грубый, но, блин. О сыне как заботится на самом деле. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Сказать ему, что я вообще-то полечил твоего сына. Ну ладно. Goodbye, Mr. Peterson. Так, с ним подсказка еще появилась. Fancy buying something, sir? You Ой, never ой, ой. used... Goodbye. А давайте нормально сделаем, тут Fancy экстра buying something? You never... Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Обленился. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? But despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Ясно, ничего Goodbye. больше я не узнал, ну ладно. Окей. Джо. О. Чё кто-то у нас? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Сделать от переутомления. Goodbye. Мне кажется, сразу. Да, парочку даже, наверное. Тут же рядом было убежище, я помню. Would you like me to revive you? Район хоть полечу. Да, где-то здесь оно. Вот. I cannot enter. Надо было открыть дверь сверху, да блин. А я это не подумал, а. Ну ладно, сейчас сделаем. Ну, Сэмми, привет, привет. Ой,
Надо этот район, правда, подлечить, потому что тяжелое состояние, это очень плохо. Надо это быстрее решать. Намного быстрее. Да, лекарства про запас надо носить, теперь я понял. Ну что-то да. Утомление сразу 2 сделаю. В плане фэнтези. Привет. Просто давайте сделаем. Тонеми. Ну такие еще не понадобились пока что. Что мне нужно? Мне нужно, по сути, 3 части хорошей рукоятки, и у меня будет отличная пила. Отличная пила, это хорошо, 3 части, можно купить. Мне кажется, не туда меня эта дверь ведет. 3 части. Дела, да, хорошо дела. Отлично. Да, у вас. Ну, спасибо за то, что позвал. Хотя, куда я вообще пришел? Не, мне обратно, ребят, не. Мне сюда не надо. Мне сюда не надо. Ну, со временем здоровье восстановится, значит, можно и не тратиться. Заманила. Ничего, ко мне заманивают уже. Ну, я не жестокий, если что, не злой, это не злодей. Никого не пытаю, не убиваю, так что может быть спокоен. О, в среду обнова будет. Interesting. Пойди мне сюда. Как кажется, если 3 рукоятки купить, будет новая пила. 3 рукоятки синие. Запомнили? Запомнили. Я запомнил. Надеюсь. Ой, надо всех реально подлечить прям. Хотя вот я думал, тут бы реально стелса добавить. И было бы просто замечательно на самом деле. Потому что я бы добавил, я механику посложил, что убиваешь охотников на улицах. Охотников становится с каждой ночью больше. Вот это было бы интереснее. Куки, Саю и Кандахе. Новых бы я повыбивал, надо будет пофармить все эти промагима. 3 синие ручки. У тебя есть? А у тебя? Чё-то у тебя их 2, а? Купить 2? Я, в принципе, деньги ни на что не трачу. Вещь нужная. Так. Пусть будет 2. Так, и там надо женщину полечить. Ой, вы знаете, я все кручу. Я кручу все, я кручу всех. Район вообще мрачный, супер мрачный, я бы сказал бы даже. Good evening, Christina. Change your mind? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Нил. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Да. Ну, спасибо. Я не против, я только за. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about.
Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I'm sure you could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Тоже справедливое замечание, скажем так. Ну, тоже много интересного можно узнать. Ты про меня или про персонажа? Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ой, я ж тебе полечить забыла, что ж такое, а? Так, мы Do you need досмотрим. any assistance, miss? Спасибо. It depends on the price of your medicine. Бесплатно. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Ну да, у нас с ним похоже, мне надо чуть-чуть порядок привести по бокам, ну да ладно. Так. Кажется, этот район прям это я хорошенько привел в порядок за эти дни. То есть за эти дни. За эту ночь. Так, а ты кто? Who are you? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Ничего себе, прям так сразу. О, переутомление. Тоже в тему, да, блин, мне сегодня везет. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ну, это... Логично, I да. served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Ну, хорошо.
Полечим тебя тоже. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Ну, восстановление. Отлично. Goodbye. Ой-ой-ой, мне кажется, с ним почему-то опасно говорить. Вампиру со священнослужителем, который боится распятия. Ну да ладно, пообщаемся, что уж тут. Чего бояться, хуже не будет. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Ой-ой-ой, все плохо, я так понимаю, с ним, да? Здоровый зато. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Какой нехороший мужчина, ну ладно. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Послушаем его. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Ой-ой-ой. What do you mean? All Quite a... But you, А, то же Well, самое. as a what do you the beast, Really? we must What is... cleanse. Tell me, Tobias. What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher, a small-time Torquemada, the Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph.
Joseph a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Он реально что-то это I have heard enough. опасен для людей. Нужно отказаться. Иди сюда. Ой, это не один. Ах ты ж зараза такая. Приблуда. Будем тебя кушать. И еще раз. Так и думал, что тут что-то подобное я встречу. Тычи. Бедолага. Как это меня супер интересует. Это другой район. Я перехожу уже. Кто-то неизвестный. Кто-то говорит. А, это как раз про кого он говорил на кладбище, что-то сидит. Самое что это, мне эти смайлики тоже не отображаются, я их честно не понимаю, у меня вот мой чат их не показывает. О! Письмо издателя с отказом. Издательский дом под Халим. Лавендер Корт. Кэмден-стрит, Лондон. Уважаемый мистер Недеркот, спасибо за то, что прислали ваш сборник стихов песни сломленного города. Мы нашли его интересным, это же мы вам ответили. И в первый раз, когда его получили, но вы должны понять, что в это страшное время для нашей страны публикация данной книги была бы совершенно неуместной. И поскольку вы отказываетесь менять название и требуете, чтобы работа напечатали либо в полном объеме, либо вообще не опубликовать, то мы решили выбрать второй вариант. С наилучшими пожеланиями, А. Дж. Моррис. Или я новую больницу нашел. Да, я побродил прям хорошо еще в тот раз и вот сейчас. Кто же ты? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions.
I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Нанимаю. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Oh, Camellia, the silent flower of Whitechapel, an angel. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Простуда. Вот, простуда у меня есть, чувак, тебе повезло. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Какое? What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Странный чувак. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Угу. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight,
The barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about. And that's what Whitechapel is made of. Короче, местный год, я так сказать, да? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Perhaps it's time to think about something more useful to do. I'm not sure that poets are what London needs at this moment in time. Men and women need food for certain, a roof and safety, but how narrow is the mind of one who believes art is not as essential? Goodbye for now, sir. Я что-то провалил. Ну ладно. Я тебя Do you все равно need вылечу. medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Ну, он был теперь здоровенький. I'll leave you alone, sir. Не понравилось, что я ему сказал, видите ли. Ты смотри, какой обиженный. Hello again. Tell me about Richard Nethercote. I understand he is quite fond of you, Camellia. Очень интересно. Правда, нифига не понятно. Very well. Кто-то там это ходит, бродит. Не, ну я вот в райончике прямо это полечил. А, вот тут она ходила. Это реально хорошо. Я теперь могу что спокойно заснуть. Но не буду, потому что опыта мало. Что тут это 1000 опыта. Тут 2-3 надо накопить. Хотя бы. И это 1000 опыта. Good evening, Doctor. Ничего нового, я тебя не узнал. Goodbye. Ты ему пойти успокаивать уже, заняться делом, так сказать. Ой. О, Хантер, привет. Ну, наверное, надо заняться делом. Я прям сколько, 3-4 полечил, даже больше. Что... Да, этот район прям можно спокойно, так сказать, спать спокойно может. Ну, спасибо за лайк. Там орёт. Займемся делом. Райончик я в порядок привел? Привел. Чему я доволен и рад. Кстати, думаю, с главарем, получается, с бывшим главарем банды поговорить. Что хочется сказать, козырьков, там ботинок или чего? Вы поняли. Почему? Получается, ну, как отыграешь тоже. Вот такого я отыгрываю чела. Мутноватого. Будем успокаивать нашу знакомую лже-вампиршу.
Что не скажешь? Good evening. Good evening. Еще одно что-то. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Ничего не слышал, ну и хорошо. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. О, где был босс будет стоять? Будет стоять, а потом не будет стоять. И одну, кстати, рукоятку купить еще синюю, я улучшу Good пилу. evening, Dr. Reed. Such a Please Тоже show me. потом. У тебя лекарства не трогаю. More bodies will arrive. А, кстати, у меня же есть что-то на разбор. Кольцо. Да, их кольцо не разберешь. Или разберешь? Sadly Надо. depart. I'm managing a trade terminal. Ну, будет, конечно, полезная информация, кто что тут поспорит. Надеюсь, меня не зацепят разговором. Я хотел бы сначала... Давно я не был в больнице, находился по городу. Что-то может у них? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival. А я but с тобой I еще could не not говорил все dare это to время. believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you Ну, я are... даю, I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Не, немецкий, мне кажется, тут Лондон же чистая Англия. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together?
I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Уф-уф. Гоблин думал что-нибудь посмотреть, как раз вспоминал на днях. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Тоже верно, конечно. Goodbye, Dr. Strickland. О, ну Бэггинс, да, Сумкин же. Ой, даже помню, у меня даже есть это старое советское издание Хоббита, там как раз. Торбинс, вообще, Торбин же, Торба. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a Это German мы и так bomb знали raid. же. Ты что, хорошо, что он детей не взяла, он радовался. Ну, здесь еще опыта. Тут живет. Goodbye for... Ему детей, правда, кормить. Calm the children, Ellen. As for me, Сегодня мы нам поговорили, а ты кто? Ты тот самый козел, да. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ой, тю-тю. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure.
I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Хотелось бы в это верить. Ну тогда он подбирать всегда мог завернуть, я не спорю. Это круто. Thank you. Этот на меня не обидится теперь. Почему правда его до сих пор не Good полечит? evening and good evening. Ну да. Сказки. Goodbye, Doc. А где там Тельма? Опять я с пути сбился. А, Тельма. А вот она. Что мне это даст? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Здесь еще опыта. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. При желании я захочу сам выпью твоей крови. Теперь-то чё уж там. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Ну чё, I'll какое? leave. Ну тоже неплохо. Честно, за квесты дают так мало опыта, но блин, это крупица, ты реально хочешь уже начать есть людей. Ну серьезно. Get over here now. Hey, Doc. Здоров. I'll Не, leave. вот он, жалко, что канал заблокировали. Блин, вот это, конечно, не очень хорошее событие. У тебя есть Good evening, таблетка? Good evening, Doctor. Про тебя и так все знают торговать, да? I'd like to see. Wise chalk. У тебя нужного мне нету. Ну и ладно. С ними говорить или сделать это попозже. Good evening. Dr. Reed. Я не понял, что я должен был увидеть.
Goodbye. Так, а может там новые расследования? Добраться до аптеки. Мигрень, от мигрени у меня нету. Этих я вылечил. Кстати, неплохо я прохожу, да? Здоровая. Кто тут нездоровый? Это все портит, да? Стабильно, надо что-то делать. Уже. Тоже тут я в большей части позаботился о людей. Еще есть несколько неизвестных. Сходим до аптеки, правда. Прогуляемся. Что ничего не будет, это, конечно, хорошо. Мне куда идти? Прямо получается. Да, это непривычный РПГ в стандартном понимании, потому что тут нужно реально пить кровь. Надо, конечно, найти себе какую-нибудь, может, жертву, которую я не буду прочь убить. Пока такая не попалась. А, крови мне и так нормально. Подворотня. Что-то светится. Нет? Казалось. А это мокрая типа. Ну да ладно. Готов, голубчик. Рукоятку бы, а. О! Большой красивый нож с именем, выговоренный на лезвии. This must be Clay Cox's knife. О, Клея Кокса. A fine blade. No wonder he wants it back. Ну, я думал, я себе заберу этот нож. Блин, он плохо. Ах, что ж поделать, ну отдадим ему нож. Хотя он, блин, бандит. Еще какой-нибудь зарежет же. Дилемма. It's locked, all right. Ой, какие звуки нехорошие. Чё, 5-й уровень? Ты серьезно сейчас?
Даже как-то жалко его было. Хотя где-то метку поставила. Саутарк. Пойдем сюда, что ж поделать. Где я вот там разместил метку? О, молодец я, конечно. Все. Наверх можно, да, было тоже переместиться? Тут мне обходить вот это все. Надеюсь, тут... Кто там боссов хотел? Иди сюда, дружочек. Боже ж зараза. Ух. Список доктора Стрикленда. Заказчик доктор Торрес Крикленд. Прибрусская больница. Список веществ и ингредиентов. Медицинский опиум. Гипохлорид натрия. Перманганат калия. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Замедление времени. Never a good move. Заметил. Не, тут такого, к сожалению. Может, не прокачал, конечно, не дошел до такого. Значит, я, выполняя миссию, нарвался на босса. Неплохо, но с босса-то ничего не выпало. Как-то вообще отстой, я скажу. Чё? И чё? Ничего? Ну как-то вообще и печалька, ребят. Это я уже обратно, да? Джентльмены вот они стоят. Ты в кого стреляешь, а? Товарищ.
Да, он умер. Теперь твоя очередь. Ты мог убежать. Я бы тебя, в принципе, не держал. Ох ты ж зараза. Не, ну жить хочется, понимаю. Мне тоже. Могли притворяться, что друг друга не видим. Но нет. Ой, а что за игра? Наверное, пропустил сообщение. Макс Пейн? Да, Макс Пейн, метро Нью-Йорк. Это Макс Пейн, но я и в нее играл, но не на стримах. На стримерстве как раз я ее проходил. Макс Пейн это классика. Да, Bullet Time, это ж оттуда пошло. Все сложилось. Да, Хантер. Ж Максимка. Болевич. Недавно с товарищем перепроходили первые две части. Блин, ну вот делали же игры. Ну не знаю, даже первая. Да, она кривовата, она хардкорная из-за того, что она кривовата. Но, блин, это так интересно все равно играется. Не знаю, какая-то душа есть. Вот, блин, ну не знаю, как я это объяснить. Вот на выходных тоже не хотел что-то поиграть такое. Я такая старенькая. Вспомнил про Divine Divinity. Я так в эту РПГшку старую залип. Боже ты мой, я просто не ожидал. Насколько там квесты проработанные, мир интересный. Ну просто старая игра. Нормального ролевика. Ой, не, я слишком стар уже для этого. Я был ролевиком, но может не того. Ладно, что вам нужно. Здоров. К Стрикленду пойдем. A pigsty would smell better. Hey, Doc. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. I'll leave you. Вот реально за квест полтинник, ну это ж реально, это ни о чем. Просто вот. Ну так, капелька, пшик. Я реально уже начинаю думать, это надо кого-нибудь съесть, ребят. Блин, ну. Вот Эли Махоук. Ну, у него, блин, два. Надо кого-то съедить. Вот он тоже. Просто сидит, отдыхает. Даже не ветеран, как оказалось. Кто-то был, а тот этот, который деньги собирает. Точно, урод тут. Я ж вас есть хотел. В эту неделю я праздную последний. Это как понять последний? Почему? Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Goodbye, Dr. Strickland.
Я так понимаю, мне надо... I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. А, ты в смысле то, что потом отмечать, то ты так говоришь, по мой последний день рождения, знаешь, как будто больше день рождения. День рождения будет в любом случае, просто захочешь ты отмечать, отмечать или нет, это тоже другой вопрос. Ты так не пугай, просто понимаешь, обычно так говорят, что потом пока всем. Нет, так что не надо меня пугать, а. Я же впечатлительный. Бываю. Иногда. Всегда. Так что да, аккуратнее со словами, я к ним еще люблю придираться. Вот такой я нудный дядька. И где мне воду достать, кстати, я хочу цветок полить. Патроны я не трачу. Один бы я разобрал. Помню, достаточно. Умирайте, обойдетесь вы умирать. Резко умирать собрались, а? Не. А кто на стримы приходить будет? Так что вы это дело бросаете? Бороться до конца. Это уж, конечно же, не достал, да? И я еще не ту купил, да? Это для пистолета, что ли? А для чего я купил? Смотри, каких-то. Ну, теперь ясно для чего. Ну, я понимаю, сейчас плохо это, но ты выздоровеешь. Куда ты денешься? Куда ты денешься, а? Не-не-не. О, все, не смешно, вот хватит на эти темы все упаднические даже говорить. Не приемлю. Какой стол тебе положить? Я с тобой поговорить надо, я не пойму. Summer's epidemic was difficult. Собрать ингредиенты, создать лекарство. Я пытаюсь понять, на какой стол их положить. Где этот стол? Операционная на втором этаже. Жить на стол. Понимаю, но врачи что говорят?
А, на этот стол тут. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. Все плохо, но ты выздоровеешь. У меня друзья болели с более тяжелой формой, они вообще ничего не могли, было очень плохо. И вот ходят, работают, нормально все. Уже вот как-то уже правда не смешно, даже уже что это бежать, ну что это? Да, все плохо, все плохо. Ну надо как-то позитивнее, я понимаю, плохо. Давайте дам ему лекарство, я же обещал помочь. О, я пожалею об этом, но я это уже решил сделать. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? О, я начинаю от них уставать. Я люблю черный юмор и все это. А у меня тут конкурент появляется. Ты чё? Ты чё? А, конкурент. А, Хантер, пока-пока, да, спасибо. Был рад тебя видеть. Не увидел. Типа с этим ботом сообщения дублируются, некоторые путаюсь. I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. У меня же ключи шкафчика. Goodbye. Ну, кстати, это получается таким способом можно получить доступ к кабинету, да? Это удобно, кстати. Хитро. Нужно качаться, вот это понимаешь? Это угнетает. Отлично. It's locked. Я так понимаю, временная мера. Карта мистера Госвика. Уильям Госвик. Мортимера Госвик. Мужчина, 23 года. Лечащий врач, доктор... Что ж такое? Экроид. Состояние выздоравливает. Дата поступления 27 октября. Дата выписки еще не определена. Примечание: у пациента симптомы крайней усталости. На языке, во рту и в глотке многочисленные язвы, но ни одного симптома инфлюенции. Отказывается, говорит, утверждает, что это слишком болезненно. Нуждается в отдыхе и лечении слизистой оболочки горла. Только после этого можно принять решение о его выписке. Но я слышал как раз в последней новости, что дети плохо переносят как раз таки ковид. Более юные. Письмо доктору Свонси. Пембридская больница, 14 октября. Дорогой доктор Свонси, несмотря на тяжелую ситуацию, я вынужден сообщить о недавнем служебном проступке, которым произошел в Пембридской больнице. Было неопровержимо доказано, что медсестра Гвинет Бранаган вела себя непрофессионально и тем самым подвергла опасности жизнь пациента. Ни при каких обстоятельствах медсестра не должна составить диагноз и выписывать лекарства.
не известив об этом лечащего врача, Эдгар. Вы меня знаете, я не против личной инициативы, если она идет на пользу делу, особенно в условиях нашего кризиса, но мы не можем допускать, чтобы медсестра ставила диагноз и назначала курс лечения. Тот факт, что пациент выжил, не является смягчающим обстоятельством. Это просто означает то, что в этот раз нам страшно повезло. Я требую, чтобы виновный был наказан по всей строгости. С уважением, доктор Уэрли Экройд. Ну вот, каждый по-разному все это переживает, все это проходит. It's locked, all right. It's locked. Жадные. At least Strickland can't kill anyone with this formula. Ну да. Тоже хорошие новости, что никого не убьет. $1600 опыта, сколько квестов, ну вот, хотя бы квест возгружали, что такой хороший парень, всех лечу. Спасаю. Начинает печалить. Вот хоть его съешь, а 850. Зачем ты нужен, Элвуд? Не знаю. Да, я вижу, что время. Ну, я хотя бы 2 часа отстримлю, и мне еще полчаса где-то постримить надо. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Вот тут уважуха тебе за такие слова, прям молодец. Хорошо. Такой уж ты и гад. Где-то я тебе хоть отчитаться там, типа, нет, не должен. Good evening, Doctor. And good evening to you, Dr. Reed. С ними закончил, ну. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Может, это хорошо выйдет. Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Бывает, что раздражает, что ж поделать. Получается, я все узнал. Тут расследование все закончено. Goodbye, Doc. I'm quite busy. Молодец, 20%. Это круто. Что-то одно осталось, я еще не могу узнать. Thank you. Кого-то, правда, съешь, прокачайся. Ну, правда, смятение. С ним есть смысл его оставлять? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doctor. Что я ничего не узнаю. Все равно. Вампир же психанет, конечно, может. Ой.
Если бы я чем-то мог, я бы помог, конечно. То в моих силах. Дайте мне за водой все-таки сходить, ребят. Пару минут. Тупить что-то хочется. Прям кофе все выпил уже. Так, я здесь, я снова с вами.
Да еще кресло будет подкрутить все-таки. Хочу, чтобы спинка была. Так, отклонялась. Так. Можешь сейчас рассказать? В принципе. Тоже не знаешь, как у вас есть, какие последствия будут? Вообще никого не есть, но я тогда буду страдать. Стоит ли сейчас начинать сюжетный квест? Еще вот в чем вопрос. Так куда идти? С кладбища. Хочу рискнуть сходить на кладбище. Посмотрим хотя бы какие там левелы. Так. И потом налево. Вас награждали за то, что не ешь, там людям помогаешь, спасаешь. Black Wall. До 20 уровня больше нельзя. А, саму эту луковицу я понял. This is despicable. 14-й. Возьмем сразу. Дайте мне хорошие запчасти. У нас 30 дендракулов максимум. Да, ты сможешь мне дойти, надо, чтобы его полностью исследовать. Мне и Надзуму пройти бы. Да. Опа. Я обойти могу? На кладбище состояние тяжело, но кто бы сомневался. Портсигар. О, круто, дом. Over there! Over there! There's one of them vermin! Oh, Christ! Бьем. Ну да, с моими статами уже не так уж сложно с ними. Главное просто не давать себя ударить, в принципе, получается. This is no place for you, sir. Ты думаешь? I said go back home.
такими драться, с гремлинами, конечно, посложнее. Ах ты ж зараза! На! Вот он в том стриме и так много показал крутого, я считаю. Так, со временем регенерацию вроде бы там обещали. А, ну да. Отрегенился, получается. Ну хорошо. Что мне кажется, на кладбище будет босс вообще, я об этом пожалею еще. Ну, 12 уровень не так страшно. Ноги здесь их поправят. Не хватило того подземелья. Пусть, правда, прокачивать может еще. Угу. Денежки. Прикольно. Убежище зато нашел. I cannot enter. Так. На всякий случай пусть 2 будет. О, что тут? Свежей крови. Это что у нас? Выносливость устанавливать. Градиентов пока хватает. А вот пермагнет калия. Калий нужен. Давайте это разберем. Если вдруг сепсис у кого-то будет, да? Пойдем там парнишку с кладбища спасать. Состояние еще надо будет подправить района. Все-таки. Ой-ой-ой. Ой, а ты вот этот злодей, который, да? Ну, тебя и так. Ну, сейчас хотя бы давайте к этот квест. Я видишь, не стал начинать основной. Чтобы время было. Символы Рихалк. При встрече с вампиром помните, не бояться святых символов. Если только у вас сильная вера. Крест, звезда Давида и даже оливковая ветвь. Все это поможет отогнать это демоническое отродье. Но смертельного урона вы им не нанесете. Если вы в самом деле хотите причинить вампирам ущерб, это существует только одно средство. Забудьте про колья и серебряные пули и добудьте самое эффективное оружие — Рихалк.
Легенды и древние тексты гласят, что орехалка был широко распространен в Атлантиде. Думаете, это совпадение? В Атлантиде обитало много вампиров, а теперь это место известно как остров Санторини. Я лично заплачу 10 тысяч фунтов тому, кто предоставит мне настоящий орехарк. Кларенс Кроссли. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую ко мне. Ну, мы еще 2 часа даже не отстримили. Орехалка. Бабища. О, кого-то спасать надо. Somebody help! Блин, она увидит, что я кровопийца, да? Ах ты ж зараза-то такая! Somebody help! Ух. Отрегенимся, что надеюсь. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. На кладбище? Ты серьезно? Тут опасно как бы. Сяошунь. It's locked all right. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Ну да, тут видишь, тут по квесту как раз я иду. Теперь пойдем по кровавому следу. Здесь то, что я спас, тоже район улучшится. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. А, Самуэль, привет. Бедолага. Ах ты ж зараза, а! Я тебя тут от страданий избавить пришел.
М? Я ж пил, я должен был в полете тебя ударить, как хорошенько. Ты мне поможешь теперь восстановиться, а? Личный дневник. 12 октября. Отец Уитакер такой праведный. В нем столько сострадания и любви к тем, кто страдает. Его слово — вот что нужно городу. Сегодня вечером я отдал ему все, что у меня есть. Мою силу, мою веру, мое богатство. А если этого недостаточно, я знаю, где взять еще. 17 октября. Мы с отцом Уитакером пошли в заброшенный дом рядом с церковью Святой Марии. Это было ужасное зловонное место. Последним обитателям дома приходилось бороться с крысами за право жить в полуразрушенных комнатах. Большинство этих людей больны. Ужасные запахи. На последнем этаже отец Уитакер нашел старика, который лежал на грязном матрасе и кашлял кровью в деревянную миску. Отец Уитакер опустился на колени перед ним и долго молился. Кажется, после этого человеку стало лучше. Затем мы помогли ему найти свет. Тогда я плакал и плачу сейчас, когда пишу эти строки. Ведь я никогда не видел, чтобы человек так радовался своему спасению. Отец Уитакер святой. Если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, тогда бы мне хотелось спасти столько же душ, сколько и он. Ведь это настоящая честь быть свидетелем подобных чудес. 19 октября. Сегодня вечером мы пошли в бордели, которые находятся у канала. Я должен признать, что очень боялся встречи с распутными женщинами, но оказалось, что здания давно заброшены. Где шлюхи, там и зараза, объяснил мне отец Уитакер. Но клиенты быстро пугаются, если до них доходят слухи о болезнях. В последнем борделе мы нашли 2 больных женщин, которые спали вместе в греховной позе под грязными одеялами. Запах снова был ужасный. Этот запах дьявола и болезни, объяснил отец Уитакер. А затем встал на колени и стал молиться за эти 2 заблудшие души. Женщины были такими больными и слабыми, что не смогли пошевелиться, когда я облила одеяло бензином. Теперь их души очистились. О боги. Отец, 21 октября. Отец Уитакер святой. Я никогда не позволю смеяться над ним. Он получил больше помощи и поддержки, но он, как и все пророки, одинок. Его последователи должны делать больше. Ему нужна любовь и доказательство любви. Завтра я отправлюсь на кладбище и добуду для него новые богатства. Мертвые не нуждаются в земных богатствах, а нам с отцом Уитакером нужно чем-то питаться. И еще одна жертва у меня есть. 27 октября. Сегодня вечером впервые пришел мой черед вести нас. Я решил вернуться туда, где мы были 10 дней назад, и проверить, есть ли там души, которые ему нужно освободить. Отец Уитакер одобрил мой выбор. Праведник всегда в трудах, и сатана никогда не спит, объяснил он. Он так сказал, что если я буду и дальше проверять такое рвение, он станет поручать мне более важные задания. Скорее бы, сегодня вечером еще 3 души были очищены от скверны. Если это не самоуверенность и не проявление греховного гордости, то я бы сказал, что мы на пути к величию. Они, получается, убивали, сжигали больных? I can't believe I'm doing this. Ага. Пипец. Надо его пойти съесть. Мне кажется, даже срочно. Вот если его, мне кажется, не остановить, это кошмар. Почему-то, я не знаю, он всех будет подряд убивать. Что не?
Ну, есть такое, конечно, но мне это не нравится. Просто тут что-нибудь еще можно пройти. Так рискнуть? Получится ли? Не получу ли я по башке своей кудрявой? Ну, давайте попробуем, конечно. То налево и до победы. Я знаю, что я пошел в другую сторону, но я проверить, нет ли тут чего-то интересного. Ну это да. Ну понимаешь, он-то, как сказать, выбирает не того, что прям кто заболел, а больше греховных людей. Ну не знаю. У него методы слишком радикальные, вот чересчур. Просто. По-любому, арена босса, а? Наверное, что-то в будущем будет. Прям очень похоже. Нравятся мне эти улочки. Что-то в этом есть. Еще следы кровавые. Я не спорю, что тут можно понять, да. Вот. Ну, я против, все-таки, знаешь, религиозные фанатики это опасно, как по мне. Там чувак какой-то. Можно поговорить, а может даже спасти. Ну, знаешь, мне как вампиру надо прокачиваться, и я вот выбрал две жертвы для себя, в принципе, которых я, ну, не сильными угрызениями совести, скажем так, разберусь с ними. Мне надо качаться тоже, становиться сильней. Что я выберу, как ведьмак не любит, когда говорят, но я выберу меньшее зло. Ну, не знаю, просто оставлять его, ну, как-то... Понимаешь, он может в своем каком-то угаре... Ну, я так считаю, конечно, опять же, не только больных, прям опасных людей для города убить, а могут же попасться ему и простые... И подобное. Мне кажется, вот это уже опасно. Это типа босса, что ли? Можно сказать, мини-босс получается, что ли? Ах ты ж зараза. Да, все-таки вот с такими драться мне опасно. Меня убили. Ну, я хочу уже поговорить с ним хотя бы
Путь сократить. И на этом закончить, так сказать, красиво. У меня есть огнестрелы, я могу их пострелять. Кстати. Вот это тоже, да я вправду чую его, я ж могу пострелять. Кстати, что мне мешает стрелять? Да иди ты своими крестиками. Да дай мне перезарядиться уже спокойно. This man Тварь. stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Ну да, сейчас его, получается, и выманить, так сказать, смог. Ребят, ну а вам за него теперь отдуваться, вы понимаете? Вы еще не понимаете. Мне нужно кушать. Мне нужна кровь. Что я разозлился, прости. А ну, сюда. Так, от тебя я буду долго пить, наверное. Или нет? Ну ладно. Будем по-плохому. Надо дождаться от регена. Да, у него так и прям это мощновато. Вот. Да, он в толпе, он хороший такой саппорт получается для других. Когда он становится опасным. Вот 1000 опыта уже неплохо. Старые знакомые. Блин, я его все-таки думаю выпить. Все-таки я склоняюсь к этому. Еще я того хотел выпить. Который бабки с людей собирает. Ну, к тому же... Блин, 4800. А вот обычно за значимых много опыта дают прям. Вот, блин, а. Ты меня переоцениваешь. Это точно смерть. Мне кажется, меньше для меня хватит. It's Father Whitaker, my son. So. Блин. Будет 5000 с него, конечно, но... Так много тут подозрительно. 5 у него. Вики, я его загипнотизирую сейчас, я понял. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. Вот слишком радикально. Глава региона. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying.
laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send Samuel to the cemetery to... I sent... You said... Ну, квест дадим хотя бы. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Не знаю, противоречивые отношения к отцу Тобиасу. I have heard enough. Просто очень противоречивые на самом деле. Не знаю, что сказать. Вот этого надо съесть. Хотя бы штуку, но получить. Этот в игре не хочу его помочь ему еще. Так, который чешет Байли еще читать умеет. Тут врачи трогать не хочу. Эти вроде тоже пойдет. Лейкокс, да пусть пока поживет, пригодится. Вот из всех, вот этот Томас Элдвуд, его можно было бы съесть, я думаю. А как посмотреть, кто на что влияет? Ну тут Тельма может с катушек слететь. Ну, чем дальше от центра. Ну, этот далековато от центра. Вот главный получается. Тут у нас Дороти Крейн, кстати. Отец Тобиас, получается, вообще далеко. Или как? Я просто не понимаю. Короче, я жертву выбрал. Уже пора побыть вампиром. Где, блин, опять он, я забыл. Я просто не пойму, о чем ты. Это может... Ну да, не появилось у тебя нового. Не знаю, я же говорю, по моим вот как-то хочется его... Вот этого точно надо... Вот надо. Он козел. Надо побыть вампиром уже.
что, ребят? Хотя сейчас, получается, я не лучше отца Тобиаса. С одной стороны. Я тоже убиваю. Так что ладно, мы с ним наравне. Почти. Это моя, кстати, вторая жертва получается. Ну, сестру получается в начале, вот сейчас. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Райл пострадает. Я не хочу, чтобы регион, хотя я столько полечил. Блин, как эта музыка напрягает. Ну, не будем жалеть. Он вредил, может, люди спокойно поживут, кто на эти дома. Не знаю, ну жилье давать бесплатно бы. Я понимаю, жить их надо, но как-то человечно надо быть. Улучшает, может, ухудшает тогда. А, я с ней вот поговорить хотел. Кстати, у меня что, прокачивается гипноз, когда я им пользуюсь? Мне интересно. Нет? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Коллегу. Ой. Здорово. Что ты продаешь? Ну, купим, давайте разберем, если что. Good evening. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Ну блин, интересно же, вот да, опасная игра, опасная. Хочется еще. Ладно, давай хотя бы лекарство разберу. Тут-то недалеко.
А, ну вот убежище даже есть. Ну игра реально классная, мне нравится прям. Очень нравится. Тут давно не играл, конечно. Нет, тут я же говорю, есть места вот местами, что... Вот глупо, что... Как его... Что все влияют вот в плохую сторону. Наоборот, тут было бы интересно, тебе надо распознать, которые жители влияют по-хорошему, а которые по-плохому еще. Там, которые делают, может, зло во имя добра, ну, типа, возьмем того же отца Тобиаса. Это было бы тоже, ты это вроде делаешь хорошее дело, а потом это выливается в кошмар. А тут нет. Типа, каждого убил, все будет плохо. Ухудшится по-любому. Ну, зачем, знаешь, я считаю, что игры должны доставлять удовольствие. Должен быть, да, не спорю, некоторые челлендж. Для челленджа, я считаю, есть тоже другие игры. Ой, что топорик хотел еще пробовать, а? Топорик. 114 на втором уровне. Да, 114 бы было даже больше. Что он дает? Кровь. Блин, топоры я люблю. Прикольная вещь, конечно, но сомнительно. И все, на части разобрать не больше. Сокровище Кодагона. Пока оставлю, пока мне это не горит. Да, тут еще к геймплею привыкнуть надо. 4 рукоят. Или как это называется? Что это? Часть обычного спускового механизма мне нужна. Ага. Так, просто не достать. Ручное дно. — 80, да? Колда, еще одну. Блин, хоть хочется продолжить играть, а? Может даже... Хотя сейчас говорю, сука, игр. Может потом для себя пройду ее за плохого, типа буду всех есть. Можешь сейчас поспать, прокачаться заодно. Я и в доке просто не возвращался. Так и да. Тут я полечил кого мог. В доке надо будет вернуться. Тут из тяжелого по-любому я сделаю хорошо. Тут из стабильного станет тяжелым. — 3000. С другой стороны, думаю, я могу больше, но тоже надо прокачать. Давайте прокачаемся, да. Завершим. Стрим. Уйти какой прям. Что нехорошо, как будто ему. Ну, конечно, качается пикирование. Копье бы прокачать, блин, 2000, конечно. Тарантаж, саквояж. Здоровье улучшать. Да надо здоровье улучшать. Якуся в бою. Блин, все тут полезное.
Левитирование попробовать. Вас единиц урона. Ну, теневого зато. Это звучит круто, конечно, свертывание. Просто кровавая магия есть у меня, это непонятно. Оборонительная. Лечение надо прокачать. Стать невидимым. Здесь 50 урона плюс. Покрыто выбить можно будет. Урон от укуса можно прокачать. Я бы, наверное, его завесу попробовать. Блин, вот не знаю. Копье прокачать надо бы. Стоимость восстановления. Тут 3 копья. Лучше одно. Я тоже думаю, завес тут можно, там, считаю, сделать в итоге из этого ассасина, получается. Множитель урона. Просто... А стоимости нету. Стоимость остается. Тут просто уходить я смогу, да? Лучше, блин, криты делать. Ну вот и придумал, на что потратить. О, Эбби, привет, привет. О, ярость, бездна. Звучит круто. Даже не знаю. Ой, неплохо, неплохо. Теневой урон. Теневого у меня есть кровавый пока что получается, а вот теневого нету. Бездна звучит, конечно, круто. Еще будто нет. Пока новый навык изучил, один хватит. Прикуси в бою, вот это да. Что нужно?
тоже хорошо. С крови качнуть. Так, стойкость, здоровье и еще укус качнуть. Спасибо за лайк. И, наверное, здоровье все-таки. Будем здоровым вампиром. Ну и пока хватит. Кто вид у него не очень. Ну посмотрим. Стабильная. На экономику района. Ага. Но этому еще плохо. Этот опять этот теперь заболел. Но мы этого вылечить сможем. Этого больше не надо лечить. У этого мигрень надо. Надо дальше, да. Зато стабильно, оно было тяжелое. Я улучшил состояние в любом случае уже. Хорошо. О, вдова в беде, зато еще обновлено расследование. Отлично. Ой. А, тратится выносливость. Прикольно вообще. Теперь все, я думал... Короче, активация кровь чуть-чуть, а потом выносливость. Нормально. Что? Стабильно. Здоровые. Стабильная. Стабильная. Отлично, ребят. Отлично. Просто замечательно. У меня 11 левел. Но я думаю, себе еще жертву найду в будущем. Но это уже будет совсем другая история. Да, ребят, спасибо вам за компанию. Будем заканчивать. Вот так красиво закончим, что спасибо вам за компанию. За ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки. Да. За все спасибо, за поддержку. Так что да. Блин, игра классная, надеюсь, завтра начну пораньше. Ну и закончим хотя бы так же, да. Ну, с вами был я, Fingolt. Да, Vampyr. Ребят, не болейте, берегите себя. Кто болеет, выздоравливайте поскорее. Что да. Всем удачи и пока. Вот я вот стараюсь, видите, не болею. Все ради вас. Ой, хотя ладно, больной пару раз выходил в эфир. Но вы даже не заметили. Надеюсь. Надеюсь, не заметили. А музыка классная. Давай, ты сильный, ты сможешь.